Так, у меня все время проблемы какие-то с камерой. Сегодня не удалось прицепить микрофон, поэтому он висит вот так вот на украшении, которое должно было здесь просто красиво рисоваться. Но, увы и ах. Ну что, ребята, погнали во второй видос. Бывает так, вы вроде бы точно знаете, что вам нужно сделать, чтобы жизнь стала лучше, записаться на обучение, сменить работу, выйти из изнуряющих отношений или просто начать по утрам делать что-то для себя. Вы все понимаете головой, но не двигаетесь. Как будто бы внутри нажат ручной тормоз, и чем больше вы себя заставляете, тем меньше остается сил. Почему так происходит и куда уходит энергия, которая должна была пойти на ваши перемены? Представьте, что любое ваше желание — это движение вперед. Но за спиной у вас огромный рюкзак, и в нем не ваши вещи для похода, а камни, которые туда годами подкидывали другие люди, родители, с их «надо было выбирать стабильность», или общество с его «уже поздно что-то менять», или бывшие партнеры со своими критическими замечаниями. Эти камни — чужие установки, запреты и страхи. Мы так привыкли к этому весу, что перестали его замечать. Но стоит вам только захотеть чего-то своего, как рюкзак тянет назад так сильно, что проще остаться на месте. Вы тратите свою энергию не на жизнь, а просто на то, чтобы стоять и не падать под этим грузом. Ух! В момент, когда вы понимаете, что застряли из-за этого веса, возникает вопрос, что со всем этим делать? По сути, у вас есть 3 варианта, как поступить со своей этой непосильной ношей. И первый — это продолжать нести все на себе. Оставить все как есть. Это тоже решение, оно имеет право на жизнь. Бывают периоды, когда у нас просто нет ресурса даже на то, чтобы сбросить этот рюкзак. Это выбор в пользу привычной тяжести вместо неизвестной легкости, и это тоже нормально. Просто в этом случае нужно быть честным с собой и понимать, к чему это все приведет. Со временем эти камни не испарятся, они только сильнее врастают в плечи, а ваши собственные желания затихают окончательно. Сейчас вам предложу второй вариант, где можно пробовать разгружаться самостоятельно, начать по одному доставать эти камни и спрашивать, а это вообще мое? Или это голос мамы? Или это требование начальника? Или это вообще страхи из прошлого? Зато это честная попытка вернуть себе себя. И это тоже нормально пробовать справиться с этим своими силами. Да, это дольше, и в одиночку почти невозможно разглядеть то, что лежит на самом дне, так как мы привыкли к этому весу и искренне считаем его особенностью своего характера. И если вы выбираете этот путь, очень прошу вас смотреть это видео до конца. Я дам вам упражнение, которое поможет понять, что именно тянет вас вниз и забирает силы. И сейчас хочу вам предложить третий вариант. Это, естественно, пойти в разбор вместе со мной, с терапевтом или с любым другим понравившимся вам специалистом, который вам приглянулся. В чем здесь качественная разница? Терапевт не будет нести рюкзак за вас, но этот человек видит узлы, которые вы не видите и уж точно сами не развяжете, просто потому что они находятся у вас за спиной. В терапии процесс идет иначе. Вы вместе смотрите, почему вы до сих пор не разрешаете себе скинуть этот груз, и что случится, если вы наконец-то выпрямите спину. Это способ пройти путь к себе гораздо быстрее и, что самое важное, бережнее. Давайте попробуем сделать один шаг прямо сейчас. Попрошу вас вспомнить, что вы очень хотите сделать, но почему-то постоянно откладываете. Мгм. А теперь прислушайтесь к голосу внутри, который говорит, почему вам нельзя или не время это делать. Просто поймайте эту фразу и спросите себя, а кто это говорит на самом деле? На чей это голос сейчас похоже? И знаете, очень часто оказывается, что этот стоп-кран внутри нас нажимает человек из нашего прошлого.
И осознать, что этот голос не ваш, это значит выложить первый, я хочу верить, что это самый тяжелый камень из своего рюкзака. Но парадокс в том, что даже когда мы понимаем, эти камни не мои, выкинуть их оказывается чертовски страшно. Нам кажется, что если мы снимем этот привычный груз, нас просто сдует ветром. Нас пугает вопрос, а кто я вообще без этой тяжести? И самое главное, мы начинаем бояться своих собственных желаний, которые мы услышали, когда делали практику. Я говорю про практику из предыдущего видео в том числе. Если не видели, ссылка будет в описании. И некоторые из них кажутся нам неважными, незначительными в сравнении с текущими «надо», а другие, наоборот, слишком громадными и непосильными при текущем уровне энергии. И именно эти страхи часто заставляют нас подбирать эти камни обратно. В следующем видео мы разберем, почему наши собственные желания вызывают у нас такой ужас или наоборот, кажутся мелкими, не стоящими действиями. Я покажу, как разрешить себе этот масштаб, чтобы вас не выбивало в панику или снова в апатию. Мы будем учиться не просто разгружать рюкзак, а выдерживать ту свободу, которая за этим стоит. А пока предлагаю вам написать в комментариях, удалось ли вам в упражнении поймать тот чужой голос, чье это нельзя или не сейчас мешает вам распрямить спину. Иногда просто назвать этот голос по имени – это уже половина дела. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий ролик. Также ссылочка на мой телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. Будем вместе учиться доверять своим желаниям, а не бояться их. С вами была Алла Сидоровская, психолог, коуч, маг-практик, арт-терапевт. До встречи!